наше время люди реагируют на вопросы природы сознания и фактора искусственного интеллекта так, как предыдущие поколения реагировали на вопросы о возникновении жизни на Земле и вне Земли в начале XX века. На такую мысль наталкивает эссе Уинстона Черчилля «Есть ли люди на Луне?», где автор, размышляя над вопросом о внеземной жизни, вынужден смотреть на проблему через призму своей эпохи, где отношение к экзопланетам, астробиологии представляло более философский, нежели инженерный характер, как у нас сейчас. Уникальность работы Черчилля заключается в том, что он пишет не столько о науке, чтобы заинтересовать астрономов-любителей, сколько для общественности, предлагая метод научного оптимизма расширить на личностное отношение к вопросу о внеземной жизни. Это делает его работу глубоко гуманистической и даже философской. Язык повествования Уинстона аналитический, что контрастировало с другими его работами о живописи и ранней жизни, и хотя стиль выдвигал на первый план научную серьезность, за которой тем не менее прятался судьбоносный взгляд на вопрос. Нашей задачей в 21 веке тоже является создание метода, основанного на научном оптимизме, но в свою очередь чувствительного к реальным рискам, которые кроются за блестящей технологией искусственного интеллекта. Настоящий писатель, как однажды сказал семиотик Юрий Лотман, напоминает прибор, измеряющий потрясение Земли, а методичность часто определяют как способ мышления культурного человека. Уинстон Черчилль, конечно, был бесспорно человеком с культурным и даже искусным способом мышления. Это объясняется разносторонностью его личности. Ведь человек, который не обладает таким мышлением, вряд ли сможет объединять живопись, письмо и общественную деятельность, сводя их в единый образ и стиль жизни. В жизни Черчилля как аристократа имела большое значение философия отдыха и сохранения себя. Кажется, это была не просто часть жизни, а условие для нее. В сегодняшнем времени нам по большей части не хватает такой философии отдыха. Человек на досуге может читать, рисовать, но он делает это в отрыве от принципа сохранения. А это напрямую влияет на индивидуальность его личности, определяя, в каком состоянии человек видит и решает проблемы сегодня. Общественность 21 века озабочена вопросом смены для человека модели жизни. Дискуссии вокруг того, сможет ли человеческая жизнь являться полноценной, если отдать написание любых текстов, от извинительных записок до ответов на эмоциональные моменты по переписке искусственному интеллекту. Противники подчеркивают, что умение создавать текст в разных стилях как главный показатель цивилизованности человека. Ведь степень умения владеть стилями и нюансами письма часто может говорить о происхождении, традициях языка и многом другом. Искусственный интеллект это уничтожает одномоментно. Ведь один раз человек доверит ему написание, пусть даже незначительной открытки, впоследствии это перерастает в порабощение человека ленью и зависимостью от искусственного интеллекта. Раньше извинительные записки, эмоциональные личные письма письменно помогали отрабатывать социальные сценарии, как извиниться, как объяснить конфликт, как выразить благодарность. Но далеко не новость, что молодое поколение ощущает сегодня повышенную социальную тревогу и частую самоизоляцию, которая перерастает в отсутствие страсти к общению.
На поколенческом уровне это усиливает разрыв общественных традиций и ставит в таких суровых условиях вопрос об уникальности человеческой личности. И когда искусственный интеллект примитивизирует и стирает стили общения, сформированные в рамках традиций, культура теряет свою неповторимость, уступая место унификации. Теперь очередь рассмотреть эпоху, в которой жил Черчилль. Эпоха конца XIX – начала XX века. Это время, когда поколение, воспитываемое в чувствительном мире религии, викторианской морали, знакомилось с мировоззрением своих детей и внуков, мир которых уже вращался вокруг представлений о ранней космической эре, переходящей из рамок науки и университетов в поп-культуру. На теле поколенческой антропологии это вновь ставило экзистенциальный вопрос об уникальности. Прежний религиозный порядок стал конфликтовать с поп-культурой на уровне воображения поколений. Космос перестал быть системой и стал бесконечностью почти как Бог. Черчилль пишет о предположении жизни внутри за облаками газа на Венере. Такая теория действительно была распространена в 20 веке. Достаточно хотя бы вспомнить популярную советскую книгу «Незнайка на Луне», где главный герой путешествует внутрь Луны, где ему открывается целый мир разумных существ. Образ скрытого мира – это попытка человека из сильной христианской культуры XIX века посмотреть на научный мир XX. Христианин принимает теорию скрытого мира за облаками газа, чтобы, с одной стороны, не отставать от нового мировоззрения, а с другой – иметь причину отказаться от принятия бесконечности Вселенной. Человек как бы принимает новое мировоззрение, но не углубляясь в него, тем самым сохраняя свою идентичность. Но глубина личности не исчезла, она лишь перешла в другие регистры, так же, как и развитие космологии перешло из философии в инженерию. Но человек викторианской морали XIX века в рамках своей активной жизни мог и не застать этот переход. Главное гуманистическое послание эссе Уинстона Черчилля о космосе – это признание человеческой ограниченности. Фрагмент, где Черчилль размышляет о перспективах межпланетных путешествий, в дороге к которым люди будут тратить десятки лет своей жизни, наталкивает на следующие мысли. Человек не должен ломать себя, ортодоксально отказываясь от прогресса или полностью растворяясь в нем. Человек должен плавно протягивать целостную нить истории следующим поколениям. В случае искусственного интеллекта главный страх не в том, что человек потеряет традиции, которые делают его коммуникацию уникальной. Основная опасность в том, что он надорвется в попытке сохранять и уже не сможет передать следующим поколениям эволюционный принцип приспосабливаться. А это оторвет человека от природы, и тогда его не спасут уже никакие традиции. В конце я бы хотел процитировать отрывок из эссе Уинстона Черчилля. Если мы достаточно эгоцентричны и предпочтем отрицать, что какие-либо из них поддерживают жизнь, никто не сможет доказать, что мы ошибаемся. Но я, например, не настолько впечатлен успехами нашей цивилизации, чтобы считать, что мы – единственное место в этой огромной вселенной. Уинстон Черчилль, 1942 год. С вами был Илья Ганпансура. Подписывайтесь. Всем пока.